Привет! Сейчас я вам покажу, как связать вот такого единорожку. Для этого вам понадобится пряжа, чтобы связать тело. У меня это Alize Cotton Gold бежевого цвета. Пряжа, чтобы связать рог. У меня это Yarn Arm Jeans темно-бежевого цвета. И пряжа для гривы и хвоста. У меня это Alize Baby Wool мятного цвета. Для этой пряжи мне подошел крючок 2,5 мм. Также вам понадобится контрастная нить, чтобы отмечать начало ряда, иглы, ножницы, 2 черные бусины вместо глаз диаметром 4 мм, обычная черная нить для шитья, синтепоновый наполнитель, линейка. Я буду наматывать на нее пряжу и делать пряди для хвоста и гривы. И еще я использовала вот такой маркер для рисования по ткани, чтобы нарисовать щечки. Сначала буду вязать голову. Беру пряжу, которой я решила вязать тело, делаю скользящую петлю, и вяжу в нее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю колечко хвостиком. Дальше беру контрастную нить, кладу поверх рабочей нити, и таким образом я отмечаю начало следующего ряда. Во втором ряду я вяжу 6 прибавок, то есть в каждую петлю провязываю по 2 столбика без накида. В одну петлю провязываю 2 столбика без накида. Затем во вторую петлю 2 столбика без накида. В третью. И так далее. Провязала до конца ряда, перекладываю контрастную нить на рабочую и вяжу третий ряд. Я буду 6 раз повторять 1 столбик без накида, 1 прибавка. В первую петлю вяжу 1 столбик без накида. Во вторую петлю делаю 1 прибавку, то есть провязываю в одну петлю 2 столбика без накида. И так повторяю еще 5 раз. 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжу 1 прибавку. Это второй раз был. И таким образом вяжу до конца ряда. Провязала. В четвертом ряду я буду 6 раз повторять. 1 прибавка, 2 столбика без накида. Вяжу первый раз в первую петлю. Делаю 1 прибавку, то есть 2 столбика без накида провязываю в одну петлю. Во вторую петлю вяжу 1 столбик без накида. И в третью петлю вяжу 1 столбик без накида. Теперь это повторяю второй раз. 1 прибавка. И 2 столбика без накида. И мне осталось провязать так еще 4 раза. Провязала. И дальше с 5 по 9 ряд я буду провязывать в каждую петлю по 1 столбику без накида. То есть в каждом ряду у меня будет получаться 24 столбика без накида.
Я провязала. Дальше этот хвостик, который остался от начала вязания, я вставляю в иглу и закрепляю узлами. Отрезаю и выворачиваю вязание так, чтобы этот хвостик остался внутри. И дальше вяжу 10 ряд. Я буду 8 раз повторять 1 столбик без накида, 1 убавка. Вяжу первый раз 1 столбик без накида, провязываю в первую петлю. И дальше буду делать убавку. Захватываю крючком переднюю полупетлю второй петли. Дальше сразу захватываю крючком переднюю полупетлю третьей петли и провязываю их вместе. Дальше повторяю 1 столбик без накида, 1 убавка, второй раз. 1 столбик без накида. В следующие петли вяжу убавку. Захватываю первую переднюю полупетлю, затем вторую и провязываю их вместе. И так вяжу 1 столбик без накида, 1 убавка еще 6 раз. Я уже провязала. И в 11 ряду я буду делать 8 убавок. Одна убавка. Вторая. И вяжу так до конца ряда. Я уже провязала. Контрастную нить можно вытянуть. Эту нить я обрезаю, оставляя длинный хвостик для пришивания. Вытягиваю его. Дальше наполняю голову синтепоном. Я уже плотно наполнила. И теперь зашиваю это отверстие. Захватываю иглой передние полупетли по кругу. Стягиваю кольцо и закрепляю узлом. Нить пока не обрезаю, я ей буду пришивать голову к телу. А сейчас вяжу тело. Делаю 6 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И во вторую петлю от крючка вяжу 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3. Дальше 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И повторяю это еще раз. 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше по цепочке вяжу 3 столбика без накида.
Контрастной нитью отмечаю начало следующего ряда и в третьем ряду 2 раза повторяю 3 прибавки, 3 столбика без накида. В первую петлю вяжу 1 прибавку, то есть 2 столбика без накида в 1 петлю. Во вторую петлю вяжу прибавку, в третью петлю вяжу прибавку. Дальше вяжу 3 столбика без накида, то есть в каждую петлю провязываю по 1 столбику без накида. И повторяю так еще раз. 3 прибавки. И 3 столбика без накида. В четвертом ряду я 3 раза повторяю 1 столбик без накида, 1 прибавка, это первый раз, дальше второй раз 1 столбик без накида, 1 прибавка, дальше вяжу третий раз, 1 столбик без накида, 1 прибавка, затем я вяжу 3 столбика без накида, и повторяю все то, что вязала сначала. 3 раза вяжу 1 столбик без накида, 1 прибавка, и вяжу 3 столбика без накида. Дальше закрепляю этот хвостик так, чтобы перекрыть вот это отверстие. Обрезаю нить и продолжаю вязание. Дальше в пятом и шестом ряду я провязываю по 1 столбику без накида в каждую петлю, то есть в каждом ряду у меня получится по 24 столбика без накида. Я уже провязала и дальше буду вязать 7 ряд. 3 раза повторяю 1 столбик без накида, 1 убавка, делаю 1 столбик без накида, дальше делаю 1 убавку, захватываю первую переднюю полупетлю, затем вторую и провязываю их вместе. Снова вяжу 1 столбик без накида, 1 убавка, и еще раз 1 столбик без накида, 1 убавка. Затем я вяжу 3 столбика без накида, и повторяю все сначала. 3 раза вяжу 1 столбик без накида, 1 убавка и заканчиваю 3 столбиками без накида. Провязала
И в 8 ряду я 2 раза повторяю 3 убавки, 3 столбика без накида. Делаю 3 убавки. Дальше вяжу 3 столбика без накида. И вяжу так еще раз 3 убавки и 3 столбика без накида. Провязала, нить вытягиваю, оставляю хвостик для сшивания, отрезаю, контрастную нить вынимаю, дальше наполняю тело синтепоном. Я уже плотно наполнила синтепоном и теперь зашью это отверстие. Я вставляю иглу в первую петлю за переднюю полупетлю и в третью петлю за переднюю полупетлю. А дальше сшиваю все петли, которые находятся напротив. Закрепляю нить узлом. Прячу хвостик внутри и обрезаю. Дальше я беру голову и пришиваю ее к телу. Не вывожу голову слишком вперед, чтобы единорог потом не падал. Где-то так. Вывожу нить вниз, закрепляю узлом, прячу хвостик внутри и обрезаю.
Дальше вяжу ножки. Беру ту же пряжу, делаю скользящую петлю. И вяжу в нее 6 столбиков без накида. Провязываю столбики не туго. Стягиваю кольцо. И закрепляю этот хвостик узлом и обрезаю его. И во втором ряду вяжу 6 столбиков без накида. То есть в каждую петлю провязываю по одному столбику без накида. Нить вытягиваю, оставляю длинный хвостик и обрезаю. И вяжу еще 3 такие ножки. Дальше я вставляю хвостик в иглу, завожу иглу под первую петлю и возвращаюсь иглой туда, откуда выходит эта нить, вовнутрь последней петли. И у меня получается еще одна петелька. Теперь я пришиваю ножку к телу. Завожу иглу за обе полупетли ножки. Затем возвращаюсь иглой в ту петлю, из которой выходит нить. Затем вывожу иглу из следующей петли. И снова захватываю 2 полупетли ножки. Возвращаюсь обратно и вывожу иглу из следующей петли. Таким образом я пришиваю все ножки. Я пришила ножку, и теперь мне нужно закрепить хвостик. Я вывожу нить в любое место в теле, в отверстие петли. Затем я пришиваю вторую ножку. Таким же образом я уже пришила вторую ножку. Теперь мне нужно закрепить второй хвостик. Я завожу иглу вовнутрь, а вывожу иглу в отверстие той же петли, из которой я вытягивала этот хвостик. Теперь я связываю эти 2 хвостика узлами. Дальше вставляю хвостики в иглу, завожу иглу все в то же отверстие
а вывожу иглу в любом месте игрушки. Дальше нить тяну так, чтобы узелок спрятался внутри. Затем прячу второй хвостик внутри. Натягиваю эти нити и обрезаю. Теперь я расправляю петли игрушки, и никакого узла не видно. Такой способ мне посоветовала одна из моих подписчиц. Мне он очень понравился, и теперь я часто его использую. Таким же образом, как и передние ножки, я пришиваю задние. Дальше я вяжу мордочку. Делаю 3 воздушные петли. Один, 2, 3. И во вторую петлю от крючка вяжу одну прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую петлю вяжу вторую прибавку. Нахожу первую петлю. И теперь в каждую петлю я вяжу по одной прибавке. Всего получится 4 прибавки. Одна, вторая, третья, и четвертая. Нить вытягиваю, оставляю длинный хвостик и обрезаю. Этот хвостик закрепляю узлом и обрезаю. А эту нить вставляю в иглу, соединяю первую петлю с последней. Вот таким образом. Прикладываю мордочку к голове и пришиваю. Я завожу иглу за обе полупетли мордочки. Затем возвращаюсь иглой в ту же петлю, откуда идет нить. Вывожу иглу из следующей петли. И опять завожу иглу за обе полупетли мордочки. Возвращаюсь обратно и вывожу иглу из следующей петли. Таким образом я пришиваю всю мордочку до конца. Дальше вывожу нить наверх головы и делаю в этом месте узелок.
Его не будет видно, так как я сюда еще буду прикреплять пряжу. И теперь я буду пришивать глазки и вышивать ротик. Для глазок я беру 2 черные бусины диаметром 4 мм. Пришивать их буду обычной нитью для шитья. Я беру тонкую иглу, вставляю в нее нить и складываю вдвое. Затем ввожу иглу в любом месте, а вывожу там, где хочу сделать глазки. Расстояние между глазами будет 3 петли. И находиться они будут в одном ряду с мордочкой. Здесь оставляю хвостик, потом я его спрячу, пришиваю глаз вот так. И второй глаз пришиваю вот так. Дальше вышиваю улыбочку. Как закончила вышивать мордочку, иглу вывожу в том же месте, откуда идет вот эта нить. Дальше связываю эти хвостики между собой. И прячу внутри эти хвостики и обрезаю. Теперь я буду вязать ушки. Делаю скользящую петлю. И вяжу в нее 1 столбик без накида. Делаю 1 воздушную петлю. Поворачиваю вязание 2 раза. Дальше вяжу 1 столбик без накида. И делаю соединительный столбик. Нить вытягиваю, оставляю хвостик и обрезаю. Колечко затягиваю. И вот такое ушко у меня получилось. Теперь вяжу еще одно такое ушко. Затем я буду пришивать ушки. Отсчитываю от мордочки. 4-й ряд вверх. 1, 2, 3, 4. И здесь я буду пришивать рог. Отступаю от этого места 3-ю петлю вправо и 3-ю петлю влево. И вот в эти места я ввожу иглу с нитью, которая идет от центра ушка.
а вывожу в любом месте. Дальше вставляю в иглу второй хвостик и пришиваю края ушек на одну петлю от центра ушка, в одну и в другую сторону. Затем вывожу иглу в эту петлю, откуда выходит первый хвостик. Связываю хвостики узлами, прячу их внутри игрушки и обрезаю. Таким же образом пришиваю второе ушко. Теперь я буду делать рог. Я беру пряжу такого цвета, каким решила сделать рог, и делаю 3 узла. 1, 2, 3. Эти узлы должны идти один за другим. Дальше прикладываю сюда еще одну такую же нить и вяжу еще 3 узла. И у меня получился вот такой рог. Я отделяю по одной нитке с каждой стороны. Вставляю в иглу сначала одну из них, ввожу в это место, где должен быть рог, а вывожу в любом месте игрушки. Дальше беру вторую нить, ввожу иглу в это же место, а вывожу иглу в другом месте игрушки. Теперь вставляю в иглу вот эту нить, ввожу иглу от рога на одну петлю вправо и вывожу иглу там, где эта нить. Дальше вставляю в иглу этот хвостик, ввожу иглу от рога на одну петлю влево, а вывожу иглу в ту петлю, откуда выходит вот этот хвостик. Теперь эти хвостики связываю, прячу нити и узлы внутри и обрезаю. И вот такой рог у меня получился. И осталось только сделать гриву коню и хвост. Я выбрала пряжу вот такого цвета. Я хочу, чтобы грива была вот такой длины. Поэтому я беру свою пряжу и наматываю на эту линейку нить вот таким образом. Дальше беру ножницы и обрезаю эти нити с одной стороны. И у меня получились вот такие пряди. Я беру по одной и креплю их
Сначала к голове, вот таким образом. Ввожу крючок снизу вверх, беру прядь, складываю пополам, дальше захватываю прядь крючком за серединку, вытягиваю ее из петель, захватываю крючком концы пряди, протаскиваю через петлю и затягиваю ее. И так делаю гриву вниз, где-то до этого места. Я уже сделала 2 ряда прядок. И теперь таким же образом делаю хвост. Я буду в одно и то же место прикреплять 3-4 пряди. Теперь я беру расческу или иглу и расчесываю гриву и хвост. Гриву и хвостик можно подрезать. И еще у меня есть розовый фломастер для рисования по ткани. Я нарисую им щечки. Чтобы цвет не был слишком интенсивным, я намочу ватную палочку и вот таким образом разбавлю немного цвет. И вот такой единорожка у меня получился. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете еще много игрушек и кукол. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели связать. И присылайте фото ваших игрушек, которые у вас получились по моим мастер-классам, в группу ВКонтакте или Facebook. Ссылки смотрите в описании под видео. Встретимся в следующем видео. Пока!